белый снег, серый лед. Вот и всё. Вот я тебя и нашел. Давай. Я давно хотел попасть в твой "ТикТок". А ты, кстати, кто по национальности? Я якут. Якут? А как тебя зовут, Якут? Вова. Как это Якут Вова? Ничего не понял. Это ж не якутское имя. Как это Якут Вова? Я русский вообще-то. Так ты сказал, Наполовину. ты как наполовину? Ну так, половина. Один родитель русский, один якут. У тебя кровь типа наполовину якутская? Да. А какой можно сдать тест в России, чтобы понять, наполовину ты какой-то там? Я не знаю, или это какая-то группа крови должна Ну, быть? Как это понять? ДНК-тест можно сдать. Ну, я не знаю, надо. ДНК-тест? Да. ДНК-тест определяет, якут ты либо русский? Ну да, там определяет, да. Я понял. А вот и как правильно, якуты либо саха, как правильно народ называется? Якут. Якут. А если, например, напишет саха, народ, ДНК-тест, ты не якут получается или как? Да почему тут Саха? Якут. Якут. Смотри, слово кут на украинском это угол. Почему ты украинское слово используешь? Налить я угол. Чего? Угол. Из пальца хватит высасывать всякую дичь. Из твоего пальца? Нет, это выражение такое есть. Фред, я тебе сочувствую. Тут твои тут твои сограждане с Якутска. Ты в Якутии живешь или нет? Да, Сколько в якутском алфавите букв? 5. Ну, понятно. 5 букв, да, в якутском алфавите? А Да. можно на якутском поговорить? Нет, это. Ты не знаешь Я ж язык? не нужен тут. Почему? А объясни, почему, Вова, почему не нужен Да тут? потому что на нем не с кем даже говорить. Только на русском все. Слушай, ну а как твои корни, например, там вот, ну, твои Ну, предки? у них. Вообще, да, плевать тебя? Ну да. То есть Ну, из предки и тебя... предки. Ну вот смотри, давай поразмышляем, Вован. Пришли, например, к твоим предкам русские, и их завоевали. Завоевали кучу людей, колонизировали, так? Ну, надо Вот, и было быть заставили тебя... сильнее. Что еще раз? Надо было быть сильнее. И сейчас тебя назвали русским именем Вова. Ну Вот. да. И ты говоришь на этот язык. Как же обращение к корням, там, к языку, к истокам? Не надо. Я русский наполовину, так что я вообще-то русский. Просто внешность якутская чуть-чуть. И все, да? Все остальное правильно сделали, что захватили. Молодцы. Великий русский человек захватил. Молодец. Повезло, что раньше захватили, и я в итоге хотя бы наполовину оказался русским, наполовину сверхрасой оказался. Ты считаешь, якуты ниже расы, чем русские? Я ничего не считаю. Не, ну Без как ты такого. думаешь? если русские это сверхраса, получается, якуты ниже в расовой иерархии, чем русские, правильно? Но я этого не говорил. Ну как это? Осуждаю. Русские сверхраса, правильно? Значит, якуты ниже в расовой иерархии. Ты ж не сверхраса. Ты сказал, получается, ты рад, что ты Нет, завоевала якуты тебе. обычная раса. Якуты обычная раса, То как есть все якуты, остальные. а русские сверхраса, да? Да, вот мне нравятся русские люди. Слушай, ну вот смотри, вопрос такой очень интересный. Ты же согласен, что раса, типа, что раса это то, что про внешность, верно? Это внешние индикаторы, Вова. Ну, смотря какое определение расы ты. Что у тебя, Например. ну, не по Гитлеру, во всяком случае. Что у тебя конкретно вот русского, сверхрасового в тебе? Кроме имени, который можно Кровь. кому... Так это ж к расе не имеет, это мы про внешность говорим. Кровь имеет там 4 группы и по 2 резус-фактора. Нет, кровь русская. Понимаешь, о чем я? Не Русский понимаю, а род. че русский род? Да, да, А глаза якута, а род русский, да? да. Я понял. А как тогда ты объяснишь, вот у меня один родитель русский, один якут? То есть я по-любому якут теперь. Нет, ты по-любому тот, кем ты себя считаешь. Просто я не понимаю, зачем ты этническую принадлежность вводишь в расовую доминанту. Почему? Что конкретно внешне делает Расовую рус... доминанту? Да, что конкретно русских делает сверхрасой и внешне? Что у них такого в расе у русских есть, чего нет у других рас, например? Можешь объяснить? Ну, рас это же про внешность, правильно? Нет, ты не понял Какой меня. фундаментальный маркер мы можем выделить у Ты русских, не который понял делает их меня. сверхрасой, да? Не надо свои заучки тут исполнять. Ты понял, что я имею в виду под словом раса?
Европеоидная, европеоидная. А другое значение слова раса. Дай определение. Раса, окей, скажем так, это принадлежность к какой-то какой-то определенной культуре, менталитету, истории. Вот что такое раса. Вроде бы этническую группу описал только что. Этнос. Ну, ты понял меня. Не понял. Я думал, раз это внешность. Слушай, а Всё, не надо русские... умничать. Слушай, а по твоему мнению, И так мы поняли. русские внешне чем-то имеют доминирующие какие-то черты? Нет, внешность вообще не решает. Не решают, да. А что у русских такого сверхъестественного в культуре там и так далее? Смотри, сила духа, находчивость, интеллект, смелость, все есть, решительность. Слой двухъярусный после Х какая буква? Двухъярусный. Я. Ответ неправильный. Русский язык великий, а носители не очень великие, да. Ну-ну. Слышишь, еще вопрос такой. На гитаре можешь взять ми диез? Ми диез аккорд? Ми диез, покажи на гитаре, пожалуйста. Ты хочешь, чтобы я Ну сейчас пошел за хорошо. гитарой? Вот если мы берем верхнюю струну, верхнюю, самую верхнюю, то есть с самым нижним звучанием, верхнюю струну, которая сверху находится, так? Ну. Какой ми диез, какой это лад? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ми, что такое? Буква Е на английском. Ну смотри, верхняя это будет Е, диез. Диез это выше или ниже? По-английски знаю. Шарп. Диез, Она должна быть шарп или диез, флэт? диез это выше. Шарп. Диез, так это отматывать. А просто Е показать, например, на гитаре? Какой это лад? На шестой струне. Лад? Да. Ну, каждый лад это определенная нота. Один лад это одна По-моему, нота. это она открыта, это Е. Не помню точно. Так, а если это Е открытая, тогда Е шарп, это что? Чтобы сделать ее просто на втором ладу, и всё. Будет Это она второй тебе лад, да? выше на полтона, да. Второй лад. Полтона это два лада получается, да? 0 это Полтона это один лад. 0 это ми получается, а на двойке уже это ми шарп. Нет, Е на шарп. первом ладу, да, все правильно. На первом, да. А фа нота на каком ладу? Я это знать. И я просто хочу понять, русские лишь интеллектуалы. Правильный ответ был бы ми диез не Я только существует. наполовину. Наполовину, да. Наполовинку полуумный, типа, да? Да, Или да. как? Ну, Так, хорошо, типа. И вот что в тебе от Еще русского, вопрос. кроме крови? Все во мне есть русское. Я даже в России живу, если что. Хорошо, а вот в чем ты говоришь, как это, такое слово ты сказал, не проницательность, а несмекалистость. Как ты обозначил русских? Не предприимчивость, находчивость. Находчивость. В чем находчивость русских? Можешь привести пример какой-то? Ох, сложно так сходу. Сложно сказать. Ну, я вижу, ты такой русский парень, впитал знания с молоком отца. Ты прям... Да, у меня отец не русский. Отец-то не русский. И что? Вот от матери, да. Ну, ты впитал русскую кровь с молоком отца, я же тебе об этом и говорю. Ты не понял? Ага, молоком отца. Я понял, да. Да ладно, что ты? Так, хорошо, а все-таки еще вопрос. Почему ты так дико и яро говоришь, что хорошо сделали, что русские завоевали якутов? Вот, для Потому чего что это мы теперь в говоришь? составе России. Ну, точнее, они. Я-то не в Якутии живу. А ты в Якутии живешь или нет? Да, я-то не в Якутии живу. Они, да? Ты сейчас якуты менее... Они. Ну да, кто живет на той территории. Мгм. Да, конечно, у меня сегодня было много людей, но ты, конечно, всех переплюнул со своими умозаключениями. И тебя вообще, да, не тянет к культуре к своей якутской? Вообще никак Нет, никуда. вообще. Мне лично нет. Ты считаешь ее примитивной или нет?
Да я вообще о ней ничего не знаю. А чем русская культура лучше якутской? Ты же говоришь, это сверхкультура. Ну, Мне просто сказали в называешь раз. школе так, что русская самая великая. Слышишь, а вопрос такой, только честно, можешь ответить? А вот ты когда в школе был, учился, ты сейчас сколько тебе лет, кстати? Лет 17? 20. Ты когда в школе учился, только честно, типа, были ли у тебя какие-то вот там по типу по внешности? Конечно, был. Как ты думаешь, Наверно. как ты думаешь, и для русских, по твоему мнению, для самих русских ты можешь считаться русских, или для них ты все-таки полурусский, полуприезжий, как они любят говорить, О, полуякут? я не знаю, какая разница. Ну, для них, как ты думаешь, для настоящих русских, которые вот внешне этнически русские, которые чистокровные, то, что вы привыкли называть, ты для них будешь русским? Чистокровные. Да. У которых папа и мама русские. Они для тебя, вот эти вот люди, которых ты называешь сверхрасой, типа, для них будешь ли ты своим когда-нибудь или нет? Как ты думаешь? Именно русским будешь восприниматься? Конечно. А это поэтому они тебя булили, правильно? Но это дети, это не считается. Это не Это дети, это не, полноценные люди. это не полноценные люди, да? Ну, дети, да. Они еще не до конца выросшие. И ты реально считаешь, что сегодня русские тебя будут воспринимать за своего, да, за русского парня? Конечно, у меня все друзья русские. И они тебя воспринимают за своего, правильно? Конечно. И ты в это веришь? Лучшие друзья у меня вообще, лучшие люди, русские, все. И я понимаю, что они лучшие люди. В России других нет, типа. Я говорю о том, как они тебя воспринимать будут. Да какая Они тебя разница? Ну какая разница? Потому что ты же прекрасно знаешь в глубине души, что для этих людей ты не будешь никогда полноценным русским. Ты содержащий продукт для них. Но при этом ты отказываешься, поэтому ты отказываешься от своих корней, почему-то отказываешься от своих корней. Ты пытаешься думать, что ты там часть этого мира. А для них ты Да всего это лишь вообще не важно. Я Это вообще не договорю. важно. Да, для них ты всего лишь прокаженный, отработанная втулка национальная, которую они когда-то колонизировали, и поэтому считают себя великим народом. А ты хочешь быть прислугой у русского хозяина. Это, конечно, обидно. Да Это, это конечно, вообще не обидно. важно. Это вообще не важно. Для них никогда не будешь Ну своим. что Ведь значит это никогда не будешь своим? Своим это ты каким? русским. Ты для них никогда не Но будешь это вообще русским. не важно. Какая разница? Это важно, потому что ты себя считаешь русским, а для них ты не Ну русский. не, Важно не то, да кем мне ты себя этот считаешь. вопрос, не, этот вопрос не принципиален для меня. Плевать, да, Он, что он про тебя вообще думают. он вообще в жизни, я вообще с этим не сталкиваюсь, никакими проблемами, Так которые проблем связаны никаких именно конкретно с этой ситуацией. проблем как таковых нет, как бы. Мы ж не говорим то, что они тебе говорят, что мы тебя не считаем. Проблема в том, что ты себя хочешь считать тем, кем ты не являешься, и Я об таким этом тебя считать не вообще будет, да. никогда не думаю, только вот сейчас, как бы, чтобы ответить на твой вопрос. Мгм. Да-да-да. У меня жена, вот у меня хотел бы, у меня есть девушка русская, я хочу, чтобы она была моей женой. Ну, Она понятно, у тебя будет... чистокровная русская, Ага. красивая. А что, якутские девушки некрасивые? Но мне они не так сильно нравятся. Я понял. Интересно. Видел разных здесь, ну, конечно, Ну таких. что значит не будешь своим? Это как? А какая тебе разница? За дело? Не, По просто глазам, что ты по глазам вижу, что за объяснил. дело. А зачем тебе это знать, если ты не понял, что я имею в виду, Ну и вот ты смотри, сказал, что... допустим, вот в реальной жизни. Сейчас, Вова, подожди, момент. Да. Ты только что сказал, что тебе плевать, что про тебя думают. Зачем ты тогда об Ну этом да, спрашиваешь? не, это не то, что плевать, что про меня думают, просто ты сейчас из этой ситуации, из этой вообще сложившейся ситуации, ты делаешь это так, как будто это настолько принципиальный вопрос, не решив который невозможно жить. Я Хотя думаю, что это если... даже не вторичная вещь, это третичная, четвертичная, вообще никому не сдавшаяся. Представляешь, как происходит в нашем с тобой разговоре? Оказывается, есть какая-то вещь, которая никому не сдалась. Есть какая-то вещь, которая, по сути, какая-то, по твоему мнению, мусорная, которая давно не является в повестке дня десятым делом, но почему-то находится именно в нашем разговоре один человек, который об этом спрашивает, а почему ты об этой вещи считаешь именно так? Этот человек именно ты. Ты мне, с одной стороны, говоришь, что эта никому не нужна, что это дело Я просто десятое, поговорить хочу. но при этом задаешь вопрос по поводу этой же вещи, которая, как ты хер никому не нужна. Это очень интересное наблюдение. Не согласен со мной? Ладно, я хочу очень-очень русскую жену. Хорошо, пожалуйста. Это твое право на выбор женщины своей. И его никто не осуждает. Хочешь русский, я тебе не говорю, женись на якутке. Я тебе ничего не Вот, указываю. вот я работаю официантом,
Вот русским мне больше всего нравится как бы обслуживать русских. Мне нравится. Обслуживать русских тебе нравится больше? Да, мне нравится, потому что они щедрые, они добрые. А кто недобрый, например? Какие другие области недобрые? Ай. Ну, есть, встречаются такие, знаешь, агрессивные. Ну, например, Нет. какие? М, Приезжие, допустим, беженцы. Какие беженцы приезжие? Вот с Украины, допустим, А как ты понимаешь, что эти люди с Украины, Грузии. если... Как ты понимаешь, что эти люди с Украины, если ты официантом работаешь? Потому что они разговаривают с А как они, акцентом. как они, с каким акцентом конкретно? Они могут Так, быть, что, вот это, да. Дело в том, а что ты взял, что они не могут быть просто украинцы, которые приехали из, например, Санкт-Петербурга, из Липецка, а с Белгорода тоже шокают и гэкают, с Воронежа шокают и гэкают. Но мне показалось, что они украинцы. Тебе просто Я знаю. показалось, получается. Кроме шокания и гэкания ты больше ничего не увидел. У вас в стране куча людей, которые шокают и гэкают. У вас есть в Да, они Совете украинцы, Федерации наверное, тоже. Они, Матвиенко есть, наверное, который... тоже украинцы. Да, украинцы, представляешь, но они тоже все русские. То уже, получается, не беженцы, правильно? На Кубани шокают. Получается, ты хочешь сказать, ну, посмотри, это все выставлять, это все пойдет в интернет, и я хочу, чтобы ты уточнил, то есть жители Кубани, которые шокают и гэкают, это люди агрессивные, правильно? Не вышел потроллить, а я это все подрежу, и выйдет так, как будто ты всерьез это говоришь. Ох, ты такой, ты хитрый. Ну, Я не вот точно, хитрый просто. вот точно ты украинец, ты вот так вот любишь подставлять. Так Вырезать вот это, ты выставлять вот так в считаешь, интернет, чтобы все думали, русские плохие. ты Ну, считаешь, что... неудивительно. Так ты ж не русский. Ты считаешь, что украинцы все хитрые и любят Я, подставлять, может, и не получается? русский. Я, может, и не русский. Я хочу просто, я фанат русских. Я хочу, чтобы у них все было хорошо. Смотри, сушняк, это хорошо. Сушняк, это хорошо. Смотри, вопрос. Ты считаешь, что украинцы хитрые и любят подставлять, правильно? Часто, да, такое вот. То есть ты всех украинцев обозначил. Чем ты отличаешься от тех, кто просто разжигает ненависть? Где украинцев вот так вот было? Нет, а сколько ты украинцев таких видел? Да постоянно в этой чат-рулетке Ну, я одни все постоянно агрессивные сколько украинцы. ты видел? Нет, мы не говорим про агрессию. Мы говорим про то, что любят подставлять. Любят подставлять. Да, постоянно подставляют тут украинцев. Например, Сначала как? такие добренькие, добренькие, потом бац, пошел. В чем он тебя подставил? Он мое доверие подорвал. Я подумал, Он, что он хочет подружиться, а он вот так вот. может, потому что ты лох, который доверяет первому встречному из рулетки? Нет? Может, в этом дело? Нет, потому что украинцы подставляют всегда ко Что всем. украинцы. А как ты знаешь, что они украинцы? Но он страна Украины. Что страна Украина? Вот у меня российский паспорт есть, так что я теперь житель Российской Федерации? Нет. Это всего лишь субъект взяли. Видишь, как ты делаешь? Ты сейчас оскорбил целую нацию, назвав их, вот ты сказал, ты типичный украинец, как вы любите поставлять. Ты сейчас оскорбил целую нацию на ровном месте. Это тоже все пойдет в интернет, представляешь? Вот так вот. Ничего я не оскорблял. Это мы уже вырежем, это уже не важно. Вова, это Ну уже вот не видишь, важно. опять ты вот такой вот и злодей, и низкий Какой человек. есть? Вова, какой есть? Зачем ты так делаешь? Как делаю? Я люблю украинцев, они почти как русские. Да, он по факту изначально пытался рофлить, но все же пойдет в интернет, и люди будут думать, что он это по факту говорит. Вот. И Ага. когда к нему, я думаю, что если его увидят другие личности из России, вот, украинцы, которые живут, к нему будут вопросы. Ну, вот мы тоже проходили, как бы. Уже люди извинялись на камеру. Поверь. Да ладно. Да, Вот так вот ты людей подставляешь просто. Сидишь и подставляешь, да? а в чем я тебя подставил? Ты же сказал, что украинцы, ты же сам сказал, что ли, в чем, подожди, в чем я тебя подставил? Ты сказал, что украинцы, которые приходят в ресторан, они себя ведут агрессивно. Они больше настроены агрессивно. Ты сказал, что украинцы, вы все хитрые и подставляете подлые. Что конкретно каким образом, исходя из этих утверждений, я тебя подставил? Что не так? Ты же сам сказал, это мы вырежем. Что мы вырежем? Ты сказал, мы вырежем. Что мы вырежем? Зачем ты хочешь вырезать? Кого я буду вырезать? Я не буду вырезать там, где ты говорил, что украинцы агрессивные, которые приходят тебя. Вот видишь, э, а хорошее будешь вырезать. А что ты хорошего сказал? Я же сказал, я люблю украинцев, они почти как русские. Это твой гимн Украины, если ты любишь украинцев.
Ще не вмерла України ні слава, ні воля, що нам, браття українці, чота воля наш. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття казацького роду. Это тебе не поможет. А я не хотел, чтобы это мне помогло. Я просто люблю украинцев. А полениться можешь сказать? Полениться. Нет. Но я тебе не говорил, что я говорю на украинском языке, на мове. Не размовляю. Так, ладно, еще вопрос. Путин преступник? Путин президент России, Я мой любимый. Спасибо за контент, лох. Умник. Да не, ты опять наебал меня. Да, теперь точно спасибо за контент, лох. Та ситуация, когда троллинг закончился не очень хорошо. Чувак решил троллить, а по факту получилось, как получилось. В конце понял, что натворил хуй, надо как-то выкручиваться. Ще не вмерла Україні ні слава, ні воля.